Привет, друзья! Это кухня наизнанку. Сегодня покажу 5 очень вкусных десертов, которые готовятся не более получаса. Очень просто, очень быстро и очень вкусно. Все рецепты из готового слоеного теста. Если вы не любитель теста из магазина, приготовьте его сами. Это, конечно, будет дольше, но получится еще вкуснее. Первый рецепт – это странного вида тортик. Но он настолько вкусный, что я его даже на праздники иногда готовлю. Мы его называем неправильный. Я обычно готовлю его порционно, но можно и в большую форму выложить. А неправильный он, потому что накладывать его нужно ложкой. Кусочек отрезать не получится. Я очень рекомендую попробовать, если, конечно, вы еще не готовили такой десерт. Все очень-очень просто. Тесто выкладываю сразу на бумагу для выпечки и нарезаю на небольшие кубики. У меня получается примерно 2 на 2 сантиметра. Ну, ровно у тебя никогда не получается. То да, но здесь не важно, главное нарезать. Я использую для этого нож для пиццы, но, конечно, и обычный нож подойдет. Выкладываю все это на противень. Духовку разогреваю до 200 градусов и выпекаю нарезанные квадратики 15-20 минут. Тут смотрите по своей духовке. Я люблю, когда они хорошо зарумянятся, тогда тортик вкуснее. Пока слоеные квадратики остывают, готовлю крем. Для крема нужны сливки и сгущенка. Сливки у меня 33%. Можно 30%, но не меньше, иначе не получится взбить. Теперь добавляю сгущенное молоко. Лучше, конечно, чтобы сгущенка не была такой жидкой. Лучше брать из цельного молока. Но купить такую в наше время все сложнее. На банке одно, внутри другое. Поэтому сегодня у меня крем жидковат будет. Но, надеюсь, на вкус это не повлияет. Квадратики остыли. Вот такие они у меня румяненькие. Выкладываю немного в миску и добавляю крем. Все сразу перемазывать не рекомендую, иначе они могут раскрошиться. Аккуратно перемешиваю и выкладываю в креманку или в небольшую тарелочку. Точно так же перемазываю кремом остальные квадратики. И выкладываю в форму. Получается 4 вот таких порции. Подавать можно сразу, но когда тортик пропитается, он еще вкуснее. А давай не будем ждать, пока пропитается. Включай чайник. Включаю. Осталось заварить чай и попробовать. Как всегда, отлично. Вкусно. Второй рецепт – хрустящие булочки с корицей. Как и в первом рецепте, здесь у меня слоеное бездрожжевое тесто. Раскатываю немного, смазываю яичным белком и посыпаю сахаром. Теперь корица. Мы очень любим корицу, поэтому я добавляю ее побольше. Сворачиваю, чтобы получился вот такой рулетик. И нарезаю на небольшие кусочки толщиной примерно 1,5 сантиметра. Выкладываю на противень, смазываю яичным желтком и посыпаю сахаром. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Вот такие получаются булочки. Очень вкусные, а главное быстро. Третий рецепт – слоечки с творогом и клюквой. Готовить буду из слоено-дрожжевого теста, но подойдет любое слоеное тесто, конечно. Отмеряю 200 граммов творога, желательно не слишком влажного. Жирность любая подойдет. Выкладываю в миску, добавляю яичный белок, 2 столовых ложки сахара и столовую ложку крахмала, чтобы начинка не растеклась. Перемешиваю. Выкладываю тесто.
Я его не раскатываю. Нарезаю. И снова неровно. Да, желательно, конечно, нарезать на ровные квадраты, примерно 10 на 10 сантиметров. В середину выкладываю начинку. И соединяю уголки. Сильно не скрепляю. Мне нужно, чтобы слоечки немного раскрылись при запекании, так как я буду добавлять еще ягоды. Но если начинкой будет только творог, тогда уголки нужно скрепить получше. Выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Яичный желток взбиваю с чайной ложкой молока или воды и смазываю конвертики. Ставлю в духовку и запекаю при 180 градусах 20-25 минут. Вот что у меня получилось. Выкладываю на тарелки и наполняю слоечки клюквой с сахаром. У меня замороженная была. Конечно, можно любые ягоды, фрукты и даже варенье, но с кисленькой клюквой мне нравится больше всего. Вот такую красоту я подаю к чаю. Не только вкусно, но еще и красиво. Я покажу сегодня еще два десерта, но сейчас немного отвлечемся от сладкого. В предыдущем ролике, где я сравнивала 3 рецепта теста для пельменей, я попросила угадать, где какое тесто в чебуреках. Спасибо всем за комментарии. Было очень много правильных ответов. Но первые все 3 номера правильно назвала Ирина Альберти, или Альберти, простите, если ошиблась с ударением. Да, номер 1 это тесто на минералке, номер 2 на молоке и самые удачные чебуреки номер 3 на заварном тесте. Когда я его раскатывала, в тесте появлялись вот такие маленькие пузырьки. Скорее всего, камера не увидит, но даже слышно, как они лопаются под скалкой. Давайте по очереди. Номер 1. Жарю. Чебуреки красивые, сразу даже хрустели немного, но совсем немного. Тесто вкусное, начинка сочная, при жарке ничего не рвется и сок не вытекает. Это тесто можно использовать для чебуреков, но зачем, если есть лучше? Жарю номер 2. Из теста на молоке. Сразу как будто то же самое, но нет. Сок начал просачиваться через тесто и стрелять. Неприятно. Второй чебурек то же самое. Многие решили, что порвалось и стало суховатым тесто на минералке, так как с ним были проблемы при варке пельменей. Но нет, здесь отличилось тесто на молоке. Оно совсем не подходит для чебуреков. И теперь номер 3. Тесто на кипятке. Здесь все идеально. И пузырьки, и аппетитный вид, и вкус. А результат я вам показывала уже. В общем, заварное тесто подходит для чебуреков. Хотя я готовлю чебуреки немного по другому рецепту. Оставлю ссылочку в описании, кому интересно. А сейчас вернусь к десертам. Слоечки с ананасами. Снова быстро, просто, вкусно и красиво. Я использую консервированные ананасы колечками. Выкладываю их на бумажное полотенце и промакиваю сверху, чтобы убрать лишнюю влагу. Вместо ананасов можно взять колечки яблок. Тоже очень вкусно. Тесто здесь у меня слоено-дрожжевое. Немного раскатываю и разрезаю на полосочки. Примерно 1,5 см шириной. Беру колечко ананаса и вот так оборачиваю его тестом. Выкладываю на противень. Смазываю взбитым яйцом и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Вот такие получаются слоечки. А теперь рулетик. В меру сладкий, с хрустящей корочкой и вкусной фруктовой начинкой. Раскатываю тесто. У меня 2 кусочками, поэтому один накладываю на другой. Тесто немного присыпаю крахмалом, чтобы сок от фруктов не вытекал. Здесь я снова использую консервированные фрукты.
так быстрее всего. И вкусно. Но можно, конечно, взять любые ягоды или фрукты, свежие или замороженные. Выкладываю и сверху также посыпаю крахмалом. Сворачиваю рулет и выкладываю на противень. У меня здесь силиконовый коврик, но можно использовать бумагу для выпечки. Сверху делаю несколько надрезов ножом. Так рулет и пропечется лучше, и проще его будет нарезать. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку. Через 15 минут смазываю взбитым яйцом и запекаю еще 15 минут. Готовый рулет можно посыпать сахарной пудрой. И можно подавать к чаю. Не знаю, как у вас, но у меня всегда в морозилке есть 1-2 упаковочки слоеного теста. На случай, если срочно захотелось чего-нибудь сладенького, или что еще чаще, неожиданно приехали в гости родные или друзья. Через полчаса мы уже пьем чай с хрустящим слоеным десертом. Все рецепты, как всегда, найдете под видео в описании. Присылайте ваши отзывы и напишите, что вы готовите из слоеного теста. Рецепт, который мне понравится, я обязательно приготовлю, сниму ролик и укажу автора. Подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями. И не забудьте нажать на колокольчик. Впереди еще много всего интересного.